Расстрел украинских пленных, режим ЧС в Северной Осетии и новые детали переговоров России и США. Это новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. Российский Z-канал «Сводки жести СВО» опубликовал видео, снятое, как утверждается, оператором дрона. На нем запечатлено, как трое украинских военных выходят из блиндажа и сдаются в плен. Российский командир за кадром говорит, что они слишком долго стоят на открытой местности, а затем приказывает убить двоих. Есть, готов. Красавчики, блядь! Телеграм-канал «Астра» отмечает, что видео пока не верифицировано. Где и когда оно было снято, неизвестно. Украинская сторона ролик пока не комментировала. На этом фоне какой-то злой иронии звучат слова Сергея Лаврова, который в преддверии завтрашних переговоров с Вашингтоном снова вспомнил о нацистах на пресс-конференции по итогам переговоров с главой сербского МИДа. Украинские вооруженные силы действуют еще похлеще, чем гитлеровские убийцы. На нацистах Лавров не остановился. В его программе вся классическая методичка пропагандиста. Упреки США, хотя и менее оголтелые, чем обычно, все-таки переговоры на носу. Похвальба российского руководства, сетование об угнетенных русских на востоке Украины. Кстати, именно поэтому о возврате территорий по Лаврову не может быть и речи. А редкоземельные металлы – это уже так, мелочи. Уступить-то как, с людьми, с русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами? Ну и без шпилек в адрес ЕС тоже не обошлось. Его представителям, по мнению Лаврова, на переговорах нет места. Подано все было у Сергея Викторовича, как всегда, языком высокой дипломатии, с чоканьем и жаргоном. Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать? Кстати, немецкая сторона уже высказалась по поводу участия Европы в переговорах. Канцлер Олаф Шольц заявил, что без Европы выработать надежные гарантии безопасности просто невозможно. И Европа не примет условия мира, если они не будут согласованы европейскими странами. Ну и Украины, конечно же, тоже. Об этом пишет немецкий журнал «Шпигель». Украинский президент Владимир Зеленский, который сейчас находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, тоже прокомментировал завтрашнюю встречу Москвы и Вашингтона. Его позиция неизменна. Никаких результатов переговоров, которые будут достигнуты без участия Украины, Киев не признает. Украина не будет принимать участие. Украина об этом ничего не знала. Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата. И мы не будем такие договоренности признавать. А уже завтра Зеленский планирует встретиться в Анкаре с турецким президентом Эрдоганом. Об этом сообщил глава управления коммуникации администрации Эрдогана Фахретин Алтун. В числе прочих вопросов президенты намерены обсудить последние события в Украине. Как пишет все тот же Шпигель, особое беспокойство перспективы переговоров России и США вызывают на фоне заявления американского вице-президента Джей Ди Венса, который во время конференции в Мюнхене фактически представил Вашингтон мировым шерифом и дал понять, что США и Россия могут самостоятельно решить судьбу Украины. Поэтому теперь европейские лидеры собираются на встречу в Париже для обсуждения общей стратегии. Помимо, собственно, Франции, в ней примут участие главы Германии, Италии, Великобритании, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также руководство ЕС и НАТО. Тем временем Россия продолжает активные наступления на фронтах. Только сегодня Минобороны отчиталась о взятии села Фиголевка в Харьковской области, а также о возвращении села Свердликово в Курской области. Ну а российские дроны продолжают регулярно бить по украинским городам. Только сегодня страну атаковали 147 дронов. С вечера 16 февраля российские военные несколько раз открывали огонь по Никопольскому району Днепропетровской области. Известно о 9 пострадавших. Сына вагнеровца задержали в Беларуси по обвинению в помощи Легиону Свободы России. Об этом сегодня написало издание «Сота Вижн». Как выяснили журналисты, его задержали еще в декабре. Зовут его Евгений Убираев, 29 лет. По словам близких мужчины, в начале войны он переживал за живущих в Украине друзей и страдал от сильной депрессии. Вскоре он решил напоследок, цитата, «помочь людям» и выбрал такой способ суицида – поддержать воюющий на стороне Украины Легион. Убираев сфотографировал несколько военных объектов, но отказался по заданию закладывать взрывное устройство.
После этого куратор начал угрожать, что сдаст его силовикам, и, Убираев с женой, уехал в Армению. Через полгода ему пришлось сделать визаран, и в Минском аэропорту его задержали. Сейчас он находится в СИЗО-1 Екатеринбурга по статье об участии в деятельности террористической организации. Ему грозит до 20 лет колонии. Члена Федерального бюро партии «Яблоко» Александра Ефимова арестовали на 14 суток из-за возложения цветов в память об Алексее Навальном. Об этом сообщил Волгоградский мемориал. Политик принес на церемонию портрет Навального. Его задержали, продержали ночь в изоляторе, а сегодня Волжский городской суд назначил Ефимову административный арест в 14 суток за демонстрацию экстремистской символики. Летом 2024 года Ефимов был оштрафован за участие в деятельности нежелательной организации. Тогда за интервью проекту «Голос». Журналистку Марию Пономаренко снова отправили в ШИЗО. С учетом того, что она уже находится в изоляторе, срок ее пребывания в нем совокупно составит 30 суток. Сейчас ей назначено 15 суток, и к ним добавили еще 15. Марию обвиняют якобы в нападении на сотрудников колонии. Во время заседания Мария сделала заявление о давлении, которое оказывают на нее в колонии. Она рассказала, что дважды помещена в ШИЗО на 15 суток за то, что бросила посуду в стену, находясь в подавленном эмоциональном состоянии. Мария еще раз повторила, что считает заточение в ШИЗО провокацией. После заседания Марии удалось передать корреспонденту Русньюз записку. Процитирую ее. «Низкий поклон от меня вам и всем, кто поддерживает политзаключенных. Скорблю по Алексею. Скоро еще две страшные даты. 24 и 27 убийство Немцова». В Москве силовики проводят рейд по мигрантам на Савеловском рынке. По данным издания «Осторожно, новости», проходит проверка соблюдения правил миграционного законодательства и воинского учета. Очевидцы рассказали журналистам, что ОМОН задержал более 300 человек. В Северной Осетии введен режим чрезвычайной ситуации из-за резкого ухудшения погоды и закрытия военно-грузинской дороги для большегрузного транспорта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава республики Сергей Миняйло. МЧС Северной Осетии предупредила, что на территории Транскавказской автомагистрали в ближайшие дни прогнозируется снег, туман, гололед, на дорогах гололедица и повышение лавинной опасности в горах. Избранная мэром города Березовский Юлия Маслакова не явилась на собственную инаугурацию. Напомню, Маслакова против себя выставил техническим кандидатом действующий глава города Евгений Песцов. Она – жена его водителя. Маслакова в последний момент пыталась отказаться от участия в конкурсе, но депутаты ее капитуляцию не приняли. Я хочу сделать официальный самоотвод своей кандидатуры по собственному желанию. Мое заявление, Алексей Николаевич. Прошу занести протокол. Всем спасибо. Юлия Олеговна, вы подождите. Напрасно вы уходите. Несмотря на этот демарш, Маслакову избрали мэром. Она пыталась оспорить это в суде, но ее ходатайство отклонили. Местный адвокат Андрей Еланцев писал, что Маслаковой поступали угрозы от людей, возможно, связанных с Песцовым. Он остается мэром, пока Маслакову всем миром принуждают занять этот пост. И это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Друзья, ставьте лайки этому выпуску, подписывайтесь на наш канал и смотрите другие видео. Если у вас тормозит YouTube, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылку на него вы найдете в описании к этому видео или просто сканируйте QR-код у вас на экране. Всего хорошего и пока-пока.